Здравствуйте, друзья! Итак, основные правила красивого письма с детьми. Давайте сначала разберем, какие инструменты нам подойдут. Когда мы начинаем ребенка учить писать, мы пишем всегда только карандашом. Или обычным, или механическим. Да? Механически рекомендуется тем детям, у кого проблемы с нажимом. Дальше мы переходим на перьевую ручку. Не шариковую, а перьевую, да, для того, чтобы мышцы лучше окрепли. Итак, давайте начнем с основных элементов. Все наши буквы состоят из одних и тех же элементов. Первый элемент — это наклонные. Нет ничего удивительного, всегда начинаем писать с элементов наклонные. Второй элемент — это крючок. Крючок у нас бывает разный. Смотрите, он бывает верхний, левый, правый и двойной. Значит, каждый этот элемент по отдельности нужно учиться отписывать с ребенком. Как это можно делать? Пишите элемент, даете ребеночку карандаш, и он целую строчку, не торопясь, выводит элемент. Объясняйте ему, как идем по полосочке вниз, поворачиваем и примерно до серединки доводим крючок. Похоже на рыболовный крючок, да? Можно так ему и объяснить. Давай рыболовные крючочки с тобой попишем. Хорошо, мы разобрали два элемента. Первый, потом, значит, группа крючков. Следующий элемент очень важный, это овал. Овал мы всегда пишем от базовой точки. От базовой точки мы всегда пишем овал справа налево. Просто запомните это и учите сразу детей писать правильно от базовой точки. Почему? Потому что у буквы О у нас со всеми буквами всегда верхнее соединение, только кроме трех букв. Это буква Л, буква М и буква Я, потому что у них есть маленькие ручки. Вот они у нас, да? Вот с остальными буквами мы всегда пишем верхние соединения. И если на этапе обучения вы сразу ребеночка приучите писать от базовой точки, то у вас сразу, у ребенка будет поставлено правильное соединение. Соответственно, когда мы пишем букву О, мы тоже всегда идем на базовую точку. Значит, пишем элемент овал от базовой точки, да, ребеночек у нас также целую строчку прописывает элемент овал. А дальше, если вы прибавите к элементу овал какие-то другие элементы, у вас получится, например, буква А. Это овал и крючок. Да? Если мы прибавим петлю нижнюю, у нас получится буква Д. Так, теперь разберем петли. Петли у нас бывает двух видов. Бывает петля верхняя, бывает петля нижняя. То же самое. Учимся отписывать эти петли. Можно вместе, можно порознь, можно упражнение сделать. Вот такое. Да? Попробовать деткам дать. Хорошо. Разобрались с петлями, так? И дальше у нас остается маленькая петелька. Ну, она у нас выходит все-таки из большой петли. Итак, у нас есть несколько базовых элементов. Как вы видите, это наклонная, крючок, овал и петли, верхние и нижние. Вот, из этих букв, из этих элементов мы собираем буквы. Например, давайте попробуем букву У собрать. Что это такое? Это крючок и петля. И буква, что это такое? Это крючок и крючок. Что у нас? Возьмите любую букву. Давайте возьмем заглавную букву Б. Что это у нас? Петля, полуовал, да, и такая вот шапочка. Полуовал — это что? Овал, да, только мы его пишем либо в одну сторону, да, от базовой точки, либо переносим базовую точку на другую сторону и в другую. Ну, то есть это изначально все равно элемент овал. Вот, отработайте эти базовые элементы,
и у вас, у ребенка точно улучшится почерк. Как отрабатывать? Вот такую тетрадочку в частую косую линеечку берете, и каждый элемент по строчке, крючок по строчке. Уважаемые родители, только это нужно делать не один день, да, то есть навык не отрабатывается на протяжении одного дня, это нужно делать регулярно. Наши занятия вообще рассчитаны на 24 урока, да, поэтому пишите грамотно, пишите красиво, заниматься почерком можно дома самостоятельно, исправить почерк ребеночку можно, это не сильно сложно, было бы желание. Желаем вам хорошего дня, смотрите наши сторис, видео и всего самого доброго.